Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за добрые слова, за лайки, за подписки, за комментарии. Благодарю вас. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было, чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Твоя главная завистница. Кто она и чему завидует? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Хочется сказать, врагу не сдается наш гордый варяг, да, в конце карта вышла. Говорит о том, что вы для многих вампиров, вот вампиры тут, являетесь таким лакомым кусочком. Женщина энергетически наполненная, яркая, харизматичная, оптимистка, несмотря ни на что и вопреки всему. Женщина талантливая, знает женские хитрости, где что подчеркнуть во внешности, да, на что, на чем сделать акцент. Тут вот такое вот. Мне еще идет такая информация. В принципе, я думаю, ваши друзья вас видят такой зажигалочкой сама по себе, повторюсь, веселая, общительная. А многие с удовольствием отщипнут от вас там кусочек этой энергии. Но рядом с вами какие-то вампиры. Причем эти вампиры, они как хамелеоны. Вампир, он же хамелеон, да? Как будто бы приспосабливаются, могут находить к вам подход, пытаться найти в вашем окружении. Вот такие вот хамелеончики. Да, они могут вам улыбаться, а тут же за спиной как будто бы, знаете, как переворачивается в воздухе, да? Как это, переобуваются. Могут. Так, какие-то мне тут какие-то показаны ваши не очень хорошие эмоции. Тут женщина кричит от боли. Боль, ну, то ли душевная боль. Сейчас уточню, о чем это. Если взять в общем, так это все прочесть, как будто бы на данном этапе вы пока не можете реализовать свою какую-то мечту по карте звезда. Из-за чего отчасти получается очень много энергии у вас уходит, будто бы отнимают у вас какие-то люди. Токсичные хамелеоны, вампиры, как будто бы у вас эту энергию забирают. Странно. Так, а что вы тут кричите? Друзья, они, кстати, могут камуфлироваться под друзей и позиционировать себя. Я же твой друг, я хочу тебе как лучше, может быть. Ну, тут что-то такое, какие-то у вас тут друзья такие, знаете, и врагов не надо, как говорят иногда. Странно. Странные карты такие. Так. Вы сама по себе ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями. Женщина, в принципе, тут опять как солнышко. Такая лучезарная, улыбчивая. Так, как будто бы не могу понять. У кого-то болезненный то ли период жизни какой-то был, то ли, в принципе, в прямом болезненный период, ну, в смысле каких-то разочарований. В том числе разочарований, да, карта собака, друзья, может окружение, разочарованы в людях, в принципе. Отторжение вот с друзьями, может быть, сейчас какой-то период, где вам хотелось бы самой побыть с собой наедине, знаете, как будто бы ощущение, говорите, какие-то друзья могут предавать. Тут что-то так вот. Так, какое-то время, может быть, вы даже не хотели мириться с этой мыслью, не хотели ее принимать по поводу друзей. Вам больно это было, может быть, старались даже не думать об этом.
А сейчас вполне, ну, как будто держались еще за ну, то ли иллюзию, то ли в принципе какой-то вот взгляд какой-то такой на мир был иллюзорный. А скорее всего сейчас вы вот смотрите более реально на этот мир, и ну, как будто бы сейчас вас вот это вот какое-то токсичное тут окружение. Вот да, у меня вот какая-то сущность, тут яд, хамелеоны. Как будто бы смотрите вот окружение, да, вот вампиры от вас что-то хотят, потребители какие-то рядышком. Спрашиваю, что вы хотели, а вы чего вы хотели бы? Тут карта звезда. Но если на вас характеристика яркая, человек ведом какой-то идеей, миссией, призванием, все люди как люди, а вы звезда. Ну, вы выделяетесь из толпы, выделяетесь, может, 100% из этого окружения. Тут звезда, тут муза. Привлекательная, талантливая, очень не глупая. Вам бы очень хотелось карта род, семья, чтобы вас окружали люди, с которыми вы могли бы разговаривать на одном языке, доверять. А тут вот что-то с доверием, тут уже что-то тут нарушено, уже как будто бы мало кому верите. Ну, тут я понимаю, почему. С таким окружением очень глупо было бы и дальше доверять этим людям. Вот тут что-то какое-то мне показали, ваше какое-то такое на данный момент больше окружение. Ну, а ваша характеристика, может быть, разочарование из-за того, что пока не можете реализовать свою мечту, как-то приблизиться к ней. Ну и лакомый кусочек для очень многих вампиров. Вот такая мне сигнификация вышла ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, ваша главная завистница, кто она и чему завидует? Кто она, эта женщина, ваша главная завистница? И чему она, собственно, завидует? Так, кто ваша главная завистница? И чему она завидует? Кто ваша главная завистница? И чему она завидует? Давайте смотрим, кто она. Ух ты. А тут не одна, девочки. Тут прям женский коллектив. Тут женщины какие-то, сообщества. Это может быть трудовой ваш коллектив, да, на работе. Это может быть подруги какие-то ваши. Ну, знаете, вместе обучались. Тут прям группа лиц. 4, 3, 4. Вот такие девочки. При этом... сейчас, завистница. Тут не одна. Такой случай, когда не одна вам завидует. Угу. Кто они, соответственно? Тут женщины, которые разочаровались во взаимоотношениях ну, на данном случае с мужчинами, с какими-то. Ну, то есть, может быть, неудача в семейной жизни, да, семья. Любовная сфера, семейная. Показано проблемы, знаете, в чем еще? Тут на первый план выходят желания этих женщин тратить деньги, как-то баловать себя. А тут ограничения, как будто бы не могут себе позволить. Вот тут как вот прям, видите, человек разбрасывает эти деньги. Это, то есть человек тратит деньги не на какие-то насущные там проблемы, там бытовые, да, какие-то потребности, там элементарное там питание, там комуслуги, я уж не знаю, там проживание элементарное какое-то, там деткам, там одежду какую-то. Нет. Вот этих женщин, у них запрос на... Они хотели бы шиковать, они хотели бы роскоши, элементы какой-то, вот, не знаю, там, роскошной жизни.
Может быть, для кого-то роскошно это, я уже не знаю, там съездить там раз в полгода куда-нибудь там отдохнуть. Я имею в виду там какой-то отдых действительно запланировать, там, слетать в теплые страны. А для кого-то роскошь, уже не знаю, девочки, в ресторан сходить, может быть, роскошь, да, там раз в месяц. У всех разные какие-то свои, ой, понятно, критерии, планки свои. Но тут вот элементарно, почему-то мне идет такое, как будто бы они смотрят, может быть, на вас, эти женщины, и им кажется, что вы можете себе позволить вот какие-то такие, ну, атрибуты хорошо роскошной жизни. Для кого-то это брендовая одежда, у кого-то ювелирка, да, приобретение, у кого-то посещение тех самых, там, может быть, модных каких-то ресторанчиков, там, когда человек не трясется над каждой копейкой и не думает о том, что да нет, я, пожалуй, не буду с подругой идти там в кафешку какую-то, лучше я уж дома там посидим там или что-нибудь такое. Ну, вы понимаете, да, у всех разный уровень. Вот тут вот у этих женщин, у них уровень как будто материальный другой, не такой, как у вас. Или они так себя воспринимают. Почему-то тут как претензии к мужчине. У кого-то из этих женщин, в принципе, они рассматривают мужчину или рассматривали как, знаете, как трамплин в лучшую какую-то жизнь, в том числе материалка. Тут, вот видите, договор. Тут женская ладонь, мужская, тут золото, как будто обмен какой-то. В принципе, мужчину они рассматривают, многие из этих женщин, как человека, благодаря которому можно повысить свое материальное положение. Но судя по этим ограничениям, в которых они оказались, то что-то тут накрылось медным тазом. То ли мужчины недостаточно ресурсные, то ли эти мужчины им не дают вот того самого, чего они хотят. Вот, я имею в виду материалка. Или их не балуют, ни подарками не заваливают тут 100%. Вследствие того, что они этого недополучают, тут показано их состояние. По карте ракушка они, как знаете, забиваются вот этот какой-то панцирь такой, уже, может быть, панцирь даже из каких-то обид, претензий. Это как будто бы уже наработано годами. Это где-то как будто бы, знаете, оплакивание своей женской судьбы. Да, вот тут что-то такое, вот как будто говорят, ну не судьба мне вот быть счастливой в взаимоотношениях. Ну тут опять-таки постоянно какой-то акцент на то, что в их жизни разваливается все. При этом они могут упрекать, корить кого угодно. Там и мужчину, и судьбу, и что хочешь. И в последнюю самую очередь себя. При этом для них очень важно внешне показывать, может быть, успешность. В принципе, говорить, что у меня все хорошо, и в том числе и в личной жизни, и может, материалки. Тут у многих будут вот из этих девочек, знаете, как при глаза пытаться пустить. Ой, как-то так мне идет. При этом дьявол, развал, Феникс. Ну, понятно, они хотели бы свою жизнь, знаете, как не обязательно начать с нового листа, с чистого листа. Тут карта Феникс. Хотелось бы, как бы плохо не было, чтобы, может, попытки были их успешные, там, может быть, выстроить или личную жизнь. И тут больше материальный какой-то мне идет подтекст девочки. Кто-то надеется, что вот я смогу себе позволить там что-то в материальном плане. Не знаю, почему-то мне так. Вот такие какие-то тут женщины. Тут очень, как вам сказать, ярко, четко просматривается какая-то такая материальная неудовлетворенность. При этом, судя по всему, женщины готовы на очень многое по дьяволу, для того, чтобы карта Феникс, для того, чтобы все у них наладилось, все было хорошо. А при этом четкое понимание того, что у них в жизни все разваливается. Кстати, тут еще кто-то из них может друг на друга думать. Тут вполне возможно, что там смотрит и думает, ага, это она могла приложить силы, знаете, приложить какие-то
ну не знаю, усилия для того, чтобы в моей жизни там что-то разваливалось. Вплоть до того, что развал это из магической колоды, дьявол. Могут подозревать в каких-то магических вот этих обрядах там, ой, всяких этих крадниках, там еще что-нибудь. В общем, тут такое. Вот тут вот как-то это все может быть. Интересуются. Не, ну, как вам сказать, не глупые. Не глупые в плане того, что по карте книга и сова, и солнце. Им очень интересно, им очень бы хотелось узнать, как улучшить свою жизнь, изменить ее, может быть, сделать, знаете, как-то так, перезагрузить, вот, может что-то новое как-то начать, опять-таки. Сейчас, девочки. Ну, у кого-то тут, понятно, уже детки, и им бы хотелось, чтобы дети не повторялись, это девочки особенно, не повторяли судьбу их. У кого-то из женщин вот прям такое четкое, чтобы детки не повторили их судьбу. Хоть детям повезло. Ну, не знаю, что-то такие карты странные. Вот такие вот мне идут женщины, вот эти, они завидуют вам. Так, ну, примерно это, наверное, то ли какой-то рабочий коллектив, то ли это подруги. Ой, давайте я еще спрошу. Это больше проигрывается как трудовой коллектив какой-то, да? Или это подруги? А больше подруги, я вам хочу сказать. И даже если у кого-то это трудовой коллектив, то, девочки, делаю пометочку, в этом трудовом коллективе эти женщины позиционируют себя, как-то так пытаются проявляться, как подруги. Да, это 100%. Ну, у кого-то это четко там подруги, с которыми вы общаетесь периодически, да. Собственно, чему они завидуют? Так, чему завидуют? Эти карты говорят о том, что даже если в вашей жизни происходят какие-то тут вещи, тут карта подклад, сон. Ой, это из магической колоды. Как будто бы вот прям череда неприятностей каких-то может у вас происходить. Другой бы подумал, да, прям как будто бы специально, ну, тут как магическое воздействие, как будто бы вот кто-то специально что-то делает, у вас прям полоса может быть какая-то такая, то вам все равно хватает сил, терпения это все переждать, пройти. Вот тут карта маяк. Вы все равно как светили, так, ну, светом своим, да, у вас энергия, желание жить, что-то творить. Вот так и светите. Кстати, многие на этот свет ориентируются. Многие с вас пример берут. Тут руки не опускаете. Вот так вот. Вот такое. При этом можете, даже если чем-то одном вам тут не фартит, да, что-то как-то не так все, можете чем-то другим заниматься. И вот в другом, в какой-то, не знаю, сфере вам реально может вести. Тут как будто бы фокус внимания можете, если в личной жизни что-то не совсем идет, вы фокус внимания куда-то смещаете, там, карьера, хобби, и могут быть какие-то действительно у вас тут квантовые скачки в вот этих, соответственно, других сферах. Так, чему завидуют? Завидуют эмоциям, взаимодействия. Кстати, многие завидуют тому, что вы можете любить, испытывать эмоции. Тут какой-то сумасшедший спектр этих эмоций. Влюбляться, насколько вы чувственная, темпераментная, вот этому вот. Знаете, может быть, ваши даже, ну тут скорее как подружки, они смотрят на вас и говорят: боже мой, как можно, допустим, обжегшись там раз-два, столкнувшись с каким-то предательством, тут как будто бы как можно заново полюбить, открыть свое сердце.
ну, вы можете. Не знаю, что-то мне такая идет информация. Опять-таки, вот эта карта звезда, в принципе, видят вас женщины красивой, а женщина, которая идет за своей мечтой, какие бы тут у вас не были эти препятствия на вашем пути, все равно как будто бы вы, может быть, стоически переносите, сносите какие-то невзгоды, при этом, повторюсь, руки не опускаете. Красивая, ухоженная, не глупая очень. Тут такое интересное сочетание. С одной стороны, вот вы 100% не глупая для того, чтобы понимать, что есть люди, может быть, в вашем окружении, или неизменно вы можете столкнуться с людьми, которые там что-то за спиной, вот как кинжал держат, да, то есть не слишком открыты, может быть, могут какие-то свои цели корыстные преследовать. Но при всем при этом вы это все понимаете, но не отказывайтесь ни от своей мечты, может быть, даже не отказывайтесь от... Вот, знаете, вы сами как будто бы свою дорогу выбираете, и вы довольно-таки эмоциональная, тут темпераментная, и тут карта эмоция и карта взаимодействия. Взаимодействие в принципе, тут не обязательно мужчины, женщины, хотя тут одно лезвие у этих ножниц мужское, а второе женское. Могут завидовать в принципе тому, ну, как мужчины на вас смотрят, какое вы производите на них впечатление. Могут женщины эти завидовать чему? Тому, что как будто бы вы привлекаете мужчин, в том числе своим каким-то тут эмоциям. Тут, смотрите, тут спектр эмоций. Тут улыбка, замешательство, тут какие-то... Женщина что-то кричит, но я не имею в виду, что вы там кричите, я имею в виду, что вы довольно-таки эмоционально открытая, тут чувственная, темпераментная, цепляете мужчин, привлекаете мужчин, выживая. Тут энергетика живая такая. При этом вот эта карта, сейчас я меч. Сейчас я уточню, о чем это. При этом кто-то, понятно, из мужчин, раз тут вышла карта темперамент, видите, страсть, хотел бы с вами сексуальных отношений, какую-то игру, может быть, вас пытаются вовлечь, да, карта доступна, вы сексуально привлекательны, к вам тянутся, но при этом карта меч, это говорит о том, что вы все-таки эти рамочки, границы расставляете, и для вас в приоритете карта аисты, дом, семья, стабильность. Может быть, даже отчасти кто-то завидует из девочек. Ну, чему? Чему завидуют? Тому, что при вашей привлекательности все-таки вы как-то не позволяете себя использовать. Вы не позволяете тут где-то переходить вот эти рамочки. Тут, оставаясь привлекательной, сексуальной, желанной, вы в то же время, ну, можете флиртовать, быть интересны. Но не допускайте, по их мнению, каких-то, знаете, роковых ошибок, за которые потом можно долгое время себя корить, да. Ну, тут что-то такое, как будто какую-то грань вы не переходите. Ту грань, которая потом бы стала для вас разрушительна. Тут что-то такое. Так, в принципе, завидую тому, что вы умеете любить. Вот так тоже. Вашему же умению взаимодействовать с мужчинами, кстати, во всех смыслах, потому что карта взаимодействия, тут женское лезвие, мужское, взаимодействие в рабочих каких-то моментах, умение, может, выстроить правильный диалог, взаимоотношения. В принципе, завидую тому, что вы идете вверх, будто бы что бы ни случилось тут. Они понимают, что у вас тоже тяжелые времена бывают, да, тут как прям наваждение какое-то, это может полоса быть. А вы все равно идете вверх. Они уверены в том, что вы достигнете поставленных каких-то целей. У вас хватит и сил, и интеллекта, желания. В принципе, да. Женщина такая довольно-таки целеустремленная. При этом женственная, эмоциональная. Вот тут какое-то сочетание такое интересное. Все, девочки, вот такой у меня вышел сегодня расклад.
И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.